Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 9-я серия Атаки Титанов. Битва за Трост, часть 5. Так. Местонахождение левой руки. Местонахождение Нападение левой. титанов на Трост привело к большим жертвам среди солдат. Да, в курсе. В том числе из-за отсутствия в городе элитных сил разведкорпуса. Это да. Тем утром они отбыли в поход за пределы стены. Да ладно. Я-то думаю. Главные силы разведкорпуса! Я-то думаю, реально. Командующий Эрвин! Прошу, уничтожьте Титана! Эрвин. Смотрите, там капитан Леви! Говорят, он силен, как целая бригада! Вот ведь разорались. Вот и посмотрим. Ох, и разочаруются же твои обожатели, если узнают, какой ты маниакальный чистюля. Маниакальный чистюля? А такое есть, кстати, правда. За этими стенами титаны. Какие же нам повстречаются на этот раз? Было бы просто чудесно, окажись там девиант. О, боже. Есть тут у нас один девиант. Где? Вот здесь. Он про себя? Продвигаемся! Или про нее? Понятно, у них там еще Поход за стены. маньяки. Создание опорного пункта для дальнейшего продвижения. Ага. Это задание доверено разведкорпусу, воплощению человеческого разума. Благодаря находчивости части из них, выживаемость резко увеличилась. Ага. Но все равно, в каждой вылазке на территорию титанов погибала треть личного состава. Ух, ё. Это указывало на огромную разницу в силе людей и титанов. Ты Это- еще увидишь! Человечество когда-нибудь всех вас истребит! Мы еще в тросте Живых находимся. останутся только люди! Вы понимаете, то есть, смотрите, есть какие-то такие. Все, позвоночник у Вас Гранты. всех перережет капитан Леви! Ой, посмотрите-ка. Кажется, это он. Наконец-то хоть кто-то еще, кроме Микасы, убивает их. Красавелла. Вот серьезно. Один справа. Два слева. Капитан, я привела подкрепление. Ага. Петра, помоги солдату внизу. Остальные атакуйте справа. Я же приберусь слева. Прибирайся. Ну давай, в атаку. О, какой-то усач. Яху! Вот и мы видим настоящих бойцов, у которых есть реальный Не опыт. бойся меня! Обещаю, больно не будет! Больная. Почти! Моя очередь! Она ненормальная. Она сумасшедшая. Ну, ведь не было больно. Она ненормальная. У всех вас. Так, Такие занятные лица. это да. Хопа! Красиво! Ох как! Вы посмотрите, вот что такое опыт. Используют даже шею Титана в качестве маневрирования. Вот что такое опыт. Ослепил, молодец. Стой смирно. Иначе твое мясо не срезать чисто. Ага. И секир башка. Да зачем им нужен Эрон? Испачкался. Вот, пожалуйста. Им бы вот еще десяток таких, и все, гранты, и всем хана. Ну, они теряют все равно бойцов. Кровь не останавливается. Но его прокусив, ну, Капитан. видимо, он у них жесткий этот, прямо символ. Что? Сослужил ли я службу человечеству? Я не напрасно живу, а? Или я умру так ничем не пригодившись? Неправда.
Ты в полной мере исполнил свой долг. И на этом ты не остановишься. Твой дух придаст мне сил. Смотрите, на лице. Обещаю, я обязательно истреблю титанов! На крови поклялся. Его больше. На крови поклялся. Это был вот такой сильный знак. На крови Он поклялся. все выслушал, верно? Да, наверняка все выслушал. Ведь он уснул спокойно. Посмотрите, кровь у него изо рта выходит, Тогда хорошо. как крыло. Леви! Отступаем. Что? Отступаем? Мы еще не дошли до предела. Или мои люди погибли зря? Титаны идут к городу. Они повернули на север. Все как 5 лет назад. Так. В городе что-то случилось. Возможно, разрушена стена. То есть они не в трости, они наружу. Они еще вернуться должны, твою мать! Они еще вернуться должны. Это мы сейчас смотрим. Вот левая рука. Вот почему называется так серия. Господи, он в желудке. Это я помню. Это я помню, но нехорошо. Господи, боже мой. Он в аду. Это ад. Это ад. Эрен оказался в аду. Не может быть! Мы так изменились за эти 5 лет! Мы тренировались как одержимые! И все. Как одержимые все обдумывали! Чтобы победить их! Чтобы не дать им сожрать нас! И за 5 минут Горячо. Горячо. кто-то еще Спаси жив. меня. Мама. Мама. Кто-то еще там жив. Боже мой. Мама! Это сейчас, мне кажется, момент, когда он... Да, когда трансформировался, точно. Спаси. Боже мой. Почему так получилось? Почему они Нет. отбирают у нас наши жизни, Да, наши мечты? хороший вопрос. Почему? Почему? Причина. Должна же быть причина во всем этом. Должна быть. Черт! 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 Но ее нет. Я не сдамся! Я истреблю вас всех! И всех до единого! Своими собственными руками! Ну, уже рукой, чувак. Хотя нет. Ну, я-то помню, что у него рука восстановилась с ногой. И... Вот она. Каково это быть левой рукой Господа? Между прочим. Может, это метафора к Архангелу Гавриилу? С возвращением. Уничтожить. Мочи их. Вперед. Давай. Вот теперь посмотрим. Это этот, который прыгун, который. Девиант, который прыгун. Мама. Почему это тот был похож на Толстого? Истреблю всех! Ух, До единого! вот это был удар. Он его сейчас затопчет. Еще! Убью еще! Хочу убивать! Я его могу понять. Много! Перебью! Мама. Он это... Его, да, вытащи. Все, это момент, когда его вытащили. Держись. Приди в себя. Он еще не отошел. Давай. Все, очнулся. Опа-на. А вот это я не понял. Эрен,
Эрен, ты можешь двигаться? да, я понял. Ты в порядке? Расскажи все, что знаешь. Наверняка они все поймут. Точно. Армин, слышали? Он сказал, что перебьет нас? Да, я точно слышал. Он хочет всех нас сожрать. Ну, все ясно. Что они такое говорят? После того, что случилось, ясное дело. Мечи наведены на нас? Да. Радуйся, что не Но пушки. ведь они предназначены для убийства титанов. А ты кто? Почему он на меня так смотрит? Этому бы башку оторвать. Да что же это такое? Понятно. Амнезия. Легкая. Друзья, как всегда, прочитаю это в конце. А пока, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам нравится смотреть вместе со мной. Они возвращаются или нет? Всем кадетам быть в полной боевой готовности! Между стенами. Сина и Роза. Вот. Так мы и смогли добыть газ. И все-таки вместе покинуть Трост. Мне жаль. Вот где вы? Прости. Я несколько раз запрашивала пополнение припасов для всех. Газ-то нам, наконец, удалось получить, но вот только... Значит, все, кого здесь нет, они... Да. Перевариваются. Даже Микаса? Нет. Я думал, она задержалась вместе с Жаном и остальными. Жан, только не говори, что Микаса ранена. Все молчат. Эй, что такое? Все молчат. Не могут говорить. Ну, ясное дело. Как они это объяснят? Вот Нам как... приказали не разглашать информацию. Ну да, еще и это. Рот на замке. Не разглашать? Чего еще? Хотя такое сложно будет утаить. Это да. Скоро об этом узнает все человечество. Да все базарить об этом будут, господи. Если оно, конечно, доживет. Оно. Он говорит про Эрона. Оно доживет. Создать из тел Титана в живую стену. Инженеры явно постарались. Ага. Но нельзя терять бдительность. Мы стоим на грани между Титанами и человечеством. Перед обрывом в бездну. Что такое? Нет. С заданием никаких проблем. А что? Просто Слухи. меня беспокоит судьба моих товарищей в авангарде. Им хана. Недавно в штаб бежал ординарец, бледный как смерть. Да. Но нам нужно сосредоточиться на встречном ударе, к чему нас и готовили. Я слышал, те 3 ребенка, что спаслись с вами 5 лет назад, вступили в армию. И они в авангарде? Да? Да. Прошу прощения. Я завел пустой разговор. Они целы. Они целы. Они Эти целы. дети сильны. Да. Каждый из них по-своему способен выжить. У одной невероятные боевые навыки. Это да. У второго непреклонная воля. А у последнего весьма светлый ум. И Они живы. Точно выжили. у одного такая воля, что он в Титана превратился. Кадет Егер, а также Акерман и Арлерт. В настоящий момент вы совершаете измену. Как? Как мне поступить с вашими жизнями? Не пытайтесь обмануть нас или сдвинуться с места. Иначе артиллерия откроет огонь. Мы не будем колебаться. Ну да, пушки тоже. Прошу прямо. Кто ты такой на самом деле? Человек или Титан? Что за вопрос? Что за взгляд? Понятно. Смотрит, как на чудовище. Ну да. Говорите, что это я? Я не понимаю вашего вопроса! Лучше бы понять побыстрее. Притворяется, что не знает? Чудовище! Только попробуй повторить! Я вмиг разорву тебя на куски! Ты не успеешь показать свое истинное лицо! Истинное лицо? Тебя многие видели! Как ты вылезаешь из тела Титана! И чё? Человечество пустило за стену Роза такое непонятное существо, как ты! Вообще-то он там родился. Даже если вы из поклявшихся королю кадетов, наша задача — предотвратить любые риски! Я не ошибаюсь! В любой момент может появиться бронированный Титан, Это да. который пробил стену Мария!
Сейчас под угрозу поставлено само существование человечества! Да уж, Понял? это правда. Мы не можем больше тратить солдат и время на тебя! Я без колебаний прикажу открыть по вам огонь разрывными! Именно. Очевидно, они настроены враждебно. И не похоже, что они дадут полезную информацию. Как вы и сказали, пустая трата солдат и времени. Ты еще кто? Командир! Сейчас мы сможем! Разорвем его на части, пока он в человеческом облике! Боже мой. Моя специализация — срезать с костей мясо. При необходимости могу продемонстрировать. О, Если кто-нибудь желает проверить мои навыки, прошу, выходите вперед, если жизнь не давайте по одному, мальчики. Командир, это Микаса Акерман. Она была вместе с лучшими в арьергарде. Она стоит сотни обычных солдат. Ее потеря будет сильным ударом для человечества. Посмотрите, Микаса! Армин! Что происходит? в первом Микаса! же бою. Зачем сражаться с людьми? Куда мы сможем убежать в этих тесных стенах? Неважно, кто мой враг. Я никому не дам убить Эрона. Других причин мне не нужно. Нужно договориться. Никто ничего не понимает. Это да. Их всех обуял страх. Ну да. Эй, паника. Это реально. Неужели я один думаю, что я не Титан? Ну, Черт! Я не помню, как здесь оказался. Я ослабел и не могу встать. Скажу лишнее, меня убьют. Убьют? Люди? Да что за чушь? это обидно. Реально. И что он вообще сказал? Я вылез из тела Титана? Как это? О чем вообще речь? Он не помнит. Мне это не привиделось? Значит, там, где нет рукава, рука отросла заново. Прямо как у Титана. Мгм. Быть не может. Почему я? Почему? Спрошу еще раз! Кто ты на самом деле? Я человек. Мне нельзя ошибаться, Скажи, я человек. иначе погибну не только я. Да, я всегда был таким. Таким же, как вы. Человек! Ясно. Не держи зла. Ничего не поделаешь. Никто не может доказать, что он не дьявол. О, как классно сказано. Эрон! Армин! Бежим наверх! Стой! Закрой рот. Ключик. Золотой. Эрон, Мгм. как вернусь, покажу тебе наш подвал, который держал под замком. Всегда держи этот ключ у своего тела. И когда смотришь на него, вспоминай. Ты должен добраться до подвала. Из-за этого укола ты Укольчик. потеряешь память. Так что сейчас объяснять бесполезно. Послушай, отбей стену, Мария, и обязательно найди подвал. Отбей Марию. Отбей. Тогда эта сила должна будет пригодиться. Отбей стену. Их воспоминания подскажут тебе, как ей пользоваться. Эрон! Ты узнаешь истину, когда войдешь в подвал. Путь будет долгим и тяжелым, но ты должен пройти его. Огонь. Эрон, давай. Твой черед. Если хочешь спасти Микасу, Армина и всех остальных, ты должен овладеть этой силой. Давай. Давай. Ох. Бодрит. Бодрит.
Ну, Получилось? почти. У вас получилось только не то, на что вы надеялись. Но это вам спасет жизни, спасет ваши трусливые задницы. Быть не может. Да. Не каждый день такое увидишь, да? Та-та! Такой Продолжение не полностью, следует. не полностью он это, не полностью, короче, так, ровно столько, сколько нужно для отбития этого, господи, снаряда. Ух! На самом деле, классная серия, сильная серия. Нам продемонстрировали настоящих крутых мужиков из корпуса разведки, настоящие ребята, настоящие мужики, которые не боятся попасть в пасть и быть съеденными заживо. Это какие канаты вместо нервов нужны, а? Это какие отбитые чуваки нужны? Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал убийцей авторских прав на Бусти, где я выкладываю все созданные мной серии без всяких ограничений. По скриптам. Код GIES выкладываю без ограничений на Бусти в открытом доступе. Сведения доступны на данный момент. Современный разведкорпус, часть 1. Основной задачей разведчиков была разведка за пределами стен, но после падения стены Мария их цели сильно изменились. Сведения доступны на данный момент. Современный разведкорпус, часть 2. После падения стены их задачей стало создание опорных пунктов с припасами и путей движения больших групп войск для повторной попытки вернуть стену Мария. Итак, начнем с самого начала. Начнем с Леви. Леви у нас, ясное дело, он не главнокомандующий, но он определенно символ, он определенно дух, он определенно сила воли и настоящий щит для каждого, кто состоит в корпусе разведки. Парень выдающихся способностей, мощь, сила, ловкость, быстрота, реакция. Все при нем. Гигантский опыт, который, между прочим, нет у Микасы. Но очень сильный, очень мощный боец, которого любят, которого уважают, на которого равняются. Леви великолепный персонаж. Между прочим, по поводу маньячной чистюля. Не просто так было это сказано. Потому что... Знаете, некоторые говорят вот очень такую интересную вещь. Если хочешь наладить свою жизнь, начни с собственной кровати. Заправь собственную кровать. То, что он такой маньячный чистюля, да, между прочим, это, кажется, такая болезнь, кстати, психологическая есть, что обязательно нужно, чтобы все было чисто, если я правильно знаю. Но также это свидетельствует о том, что он обожает порядок. Значит, у него порядок и в голове, и в душе. Что ж, и он наблюдал смерть одного из своих подчиненных. Он был рядом с ним. Для него это, между прочим, очень важный момент. Это был очень символичный момент. Он держал его за руку. И там была кровь этого парня. И он на крови клялся, что уничтожит всех титанов. На крови прямо поклялся. Был очень красивый момент. Можно даже вспомнить клятву Чингисхана и его названного брата. Точно не помню, как его звали. Они братьями стали также по крови. Они поклялись на крови, что будут с друг другом до конца. Не прольют друг друга крови. Это они порезали друг другу пальцы. И вот так. То есть, знаете, клятва на крови это очень давняя традиция. И 100%, и я хочу заявить, что 100% это не первая клятва, которую дал Леви. Не первая клятва. Вы представляете, сколько он клятв на крови дал умирающим ребятам. Между прочим, это очень хорошо заметно по его реакции. Когда парень умер, он сразу... Он уснул спокойно. Тогда хорошо. То есть он исполнил свой последний долг перед своим подчиненным. Он проводил его в последний путь. Он проводил его. Не бросил. Он может в это не верить, но он дал верить это, он дал надежду хотя бы умирающему молодому парню. И ему не надоедает это делать. Вы представляете, скольких он так, а? Вот скольких?
Скольких он вот так подбадривал. И ему не надоедает. Он держится. Между прочим, по его взгляду видно, что он абсолютно полностью эмоционально убит. Абсолютно эмоционально убит. Также, между прочим, хочу заметить тот момент, что когда вот этот парень умирал, у него же кровь изо рта шла, да, и его вот, кажется, на левой или правой, не помню, короче, на правой стороне, я кадр, ясное дело, в данный момент показываю, и у него как будто были крылья ангела, прямо вот так нарисованные на лице. То есть он такой улетает, душа выходит. И как он... Это, между прочим, единственный пока что персонаж, вот так умерший очень быстро, ясное дело, мы даже его имени не знаем. Умерший достойно. Я, кстати, не виню тех, кто трусит и умирают в гигантской панике. Их понять возможно, никак их винить нельзя, господи. Абсолютно. Даже опытные ребята, которые сильно дерутся, ну нельзя их никак винить. Нельзя их никак винить перед страхом смерти. Абсолютно никак. Нет, нет. Но этот парень вызвал во мне большое восхищение. И только по одной причине у него была такая сила воли. Потому что он знает, что есть люди, которые могут бить, могут убивать их. И не один на один. То есть вот не один человек, одним человеком пожертвовать и одного титана убить, а может один человек мочить всех подряд направо и налево. Вот он знает, что такое есть, и он с надеждой уходит. И если он хоть как-то смог этому человеку помочь, значит прожил не зря. Между прочим, в корпусе 100% очень много ребят, потому что, как и у Эрон, очень многие прямо бьются в ненависти. 100% у корпуса теперь очень много этих и тех желающих, кто хочет туда войти, и также очень много теперь даже и финансирования, скорее всего, так как нужно хоть что-то делать, потому что что будет, если только на оборону? Видимо, одна оборона не помогает, вот поэтому нужно переходить в атаку. Это то, что я хотел сказать про начало. Ну и обязательно надо проговорить про Эрона. Надо обязательно проговорить про Эрона, потому что ну, сейчас каждый кадр, начиная со сценами с Леви, это был просто вот тончайшие моменты символизма из разных религиозных течений. Так вот, в этой серии она называлась так, ну там очень ярко выделено слово «левая рука». Левая рука. Эрону еще и левую руку ням-ням. И давайте вот начнем с этой сцены, когда он оказался в желудке у Титана. Это было кошмарно. Это было просто вот... Мне кажется, это была отсылка к Данте Алигьери, к божественной комедии. Что я имею в виду? Если кто знает, вспомним 7-й круг ада из божественной комедии. Эрон был, как я понял, в желудочном соке, который переваривал уже потихоньку бедных несчастных людей. Все было красное, абсолютно. И они вот в этом во всем кипятились, и вот постепенно вот все эти бедные ребята даже заживо уже начинали перевариваться. Так вот, и мне кажется, это самая яркая отсылка к 7-му кругу ада из Данте Алигьери «Божественная комедия». Итак, в этом кругу в основном были тираны и воры. И их наказание было кипеть во рву из раскаленной крови. Вот прямо, вот знаете, прямо оттуда взяли и вот этот момент поместили только в желудок к Титану. Как-то так. А теперь по поводу Эрона. Эрон вырвался из ада, и вдруг у него выросла левая рука. Левая рука — это просто вот самое яркое, вот прямо не надо посмотреть направо и налево, вот левая рука отросла, и он сразу стал Титаном, который может уничтожать все зло на всей этой земле, которую он хочет защитить. Яркая отсылка к Архангелу Гавриилу, у которого именно такое прозвище — левая десница Господа. Вот такое его прозвище. Наверное, это такая обуза. Проклятие! Быть левой рукой Господа. Архангел Гавриил фигурирует абсолютно, вот мне кажется, во всех религиях-миллионниках. Я имею в виду иудаизм, и христианство, и мусульманство. И везде он предстает как яркий представитель Господа.
яркий представитель Господа. Его имя в основном переводится как «сила Божья». Вот сила Бога. Вот данный момент как нельзя лучше характеризует Эрона в виде Титана. Ну, по поводу, кстати, между прочим, и такая еще маленькая, добавлю чисто от себя. Я очень люблю фильм «Легион». Там Архангел Гавриил срезает с себя крылья, приходит на землю, чтобы спасти все человечество от нового гнева Господа. Я знаю, очень сильно, кошмарно сильно, ужасно сильно не сходится со всем, что написано в Библии, да и в остальных источниках. Но это такая... Но была очень красивая и интересная задумка, между прочим. Мне она очень понравилась, так что рекомендую к просмотру. Что ж, это была 9-я серия Атаки Титанов. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте и на Бусти, где я выложу данную серию абсолютно без каких-либо ограничений, без маскировки, без надписей на видео, без рамок и с великолепной музыкой, которая будет подчеркивать всю эпичность данного сюжета. Удачи, увидимся уже на 10-й серии.